Дальнейшие события развиваются еще более напряженно и драматично. Ася уже не просто переживает из-за ревности, ее состояние постепенно превращается в постоянное внутреннее давление. Она начинает замечать детали, на которые раньше не обращала внимания: взгляды, паузы в разговорах, случайные совпадения. Все это складывается в одну тревожную картину, где Игуль будто бы незримо присутствует между ней и Парсом. Парс, чувствуя, что теряет контроль над ситуацией, пытается действовать решительно. Он открыто ограничивает общение с Гуль и даже делает несколько жестких шагов в кампании, чтобы убрать ее из проектов. Но это только усиливает сопротивление. Лейла мгновенно вмешивается и превращает это в новый конфликт, обвиняя Парса в предвзятости и злоупотреблении властью. Тем временем Лейла начинает играть гораздо тоньше. Она больше не давит напрямую, а создает ситуации, в которых Ася сама приходит к нужным выводам. Более того, она подбрасывает случайные доказательства, сообщения, встречи, недосказанности. Постепенно Ася оказывается в ловушке сомнений, где уже трудно отличить правду от манипуляции. Левент окончательно переходит на сторону Лейлы. Его личные проблемы и слабости делают его удобным инструментом. Однако его поведение становится все более рискованным, и в какой-то момент он допускает ошибку, которая может выдать всю игру. Налан, столкнувшись с предательством, уже не та наивная женщина, какой была раньше. Вместо слез она выбирает холодный расчет. Она начинает собственное расследование и неожиданно выходит на след связи Лейлы и Гуль. Это делает ее одной из самых опасных фигур в этой истории. Дуру и Яман становятся своеобразным, светлым островом на фоне общего хаоса, но и их линия усложняется. Дуру все глубже вовлекается в семейные тайны и в какой-то момент узнает нечто, что может полностью изменить отношение Аси к Парсу. Яман, защищая ее, впервые вступает в открытое противостояние с Лейлой, тем самым переходя черту, после которой назад дороги уже нет. Султан Ханем, чувствуя, что семья начинает разрушаться изнутри, предпринимает попытку все остановить. Но ее авторитет уже не действует так, как раньше, новое поколение играет по своим правилам. Кульминация разворачивается в момент, когда Ася получает окончательное доказательство измены. В порыве боли она не пытается разобраться и уходит от Парса, фактически разрушая их союз. Парс остается один на один с последствиями интриг и впервые осознает, насколько глубоко все было продумано против него. Но именно это становится переломным моментом. Вместо того, чтобы оправдываться, Парс начинает собственную игру. Он шаг за шагом собирает доказательства, выводит на чистую воду Левента и постепенно приближается к разоблачению Лейлы. Финал этой части истории оставляет зрителя в напряжении. Ася далеко, правда еще не раскрыта до конца, а Лейла, несмотря на первые трещины в ее плане, все еще сохраняет видимость контроля. И появляется ощущение, что впереди не просто конфликт, а настоящая война, где на кону уже не только любовь, но и судьба всей семьи.